Чувствуете ли вы себя счастливым? По данным опросов, около трети людей во всем мире считают себя несчастными. В некоторых странах из года в год растет количество самоубийств, а депрессия является одним из самых распространенных диагнозов в мире. Как так вышло? Почему развитие технологий, образования и комфорта не делает нас счастливее? Почему, живя в более безопасном и комфортном мире, мы все еще ощущаем себя несчастными? А что вообще такое счастье? Мы часто представляем его как цель, определенное состояние, которое обязательно нужно достичь. Но непонятно как и возможно ли это. Особенно, когда большинство людей даже не могут ответить себе на вопрос о том, что это такое и существует ли оно вообще. И ответ на это есть. С точки зрения науки, счастье не существует. Это не объект, не конечная цель и даже не устойчивое состояние. Это просто побочный эффект работы гормонов, который появляется, когда эти химические соединения взаимодействуют с нашими нейронными системами. Мы чувствуем радость, вдохновение или покой, но это всего лишь результат кратковременной активности в нашей голове. Увеличилось количество серотонина, тебе хорошо, уменьшилось, и вот ты уже не так доволен жизнью. Но ключевой момент в том, что мозг устроен так, чтобы эти состояния были мимолетными. Наш мозг эволюционировал не для того, чтобы сделать тебя счастливым, а для того, чтобы ты выжил. Счастье – это побочный продукт механизмов, которые удерживают нас в движении. Дофамин стимулирует желание чего-то большего, серотонин дает чувство удовлетворения, а окситоцин создает ощущение связи с другими людьми. Если бы не они, смысла и стимула для существования мы бы не имели. Но как только цель достигнута, мозг быстро адаптируется и возвращает нас в исходное состояние. Это называется эффектом адаптации. И он объясняет, почему даже самые долгожданные достижения радости быстро теряют свою магию. Подобно тому, как вы обжигаете себе руку. Сначала это очень больно, но рано или поздно боль притупляется, стихает, или мы к ней привыкаем. Счастье кратковременно так же, как и любые страдания. Мы привыкли думать, что счастье — это что-то постоянное, что если мы купим дом, найдем любовь всей жизни или уедем в отпуск, то наконец-то почувствуем себя счастливыми. Но реальность такова, что мы ужасно ошибаемся в своих ожиданиях. Наш мозг создает иллюзии о будущем, заставляя нас думать, что однажды мы достигнем этой конечной точки, где счастье будет длиться вечно. Но правда в том, что счастье — это временное состояние, которым мы не умеем грамотно распоряжаться. И несчастны мы, потому что совсем не понимаем, как работает наш мозг. Почему мы стали несчастными? Посмотрите на своего предка. Красивый, правда? Жил он примерно 4 миллиона лет назад. А это человек современный, то есть мы. Я с уверенностью могу заявить, что наш дедушка слева был гораздо счастливее вас. Но почему? Помимо волос, разница между нами в том, что около 2 миллионов лет назад у нас начала формироваться лобная доля. Самая большая часть нашего мозга, ответственная за память, внимание, эмоции и планирование. В общем, все то, что делает нас человеком. Мы единственное животное, которое в процессе эволюции научилось досконально планировать свое будущее и о нем размышлять. Животные могут запасаться едой, потому что у них есть инстинкт. Животные могут опасаться звуков, избегая угрозы смерти, но они всегда планируют лишь ближайшее персональное будущее, не обладающее широтой. Белка способна создавать запасы еды, потому что у нее есть инстинкт к этому, когда в ее глаза начинает попадать меньше солнечного света. Но она не способна предсказывать инфляцию и остаток жизни Вселенной. Ровно как и не способна переживать о мнении окружающих. А вот мы можем. И обычно этим даром эволюции портим себе жизнь. До формирования лобной доли наши предки, как и другие животные, жили исключительно в настоящем. Они не задумывались о завтрашнем дне и уж точно не мучились вопросами о смысле жизни. Их интересовало лишь выживание. Возможно, они жили счастливее, но явно не дольше нас. Ведь строить сложные планы и предсказывать последствия они не могли, из-за чего погибали раньше. Потому эволюция и увеличила наш мозг и даровала нам лобную долю, которая дала нам возможность заглядывать в будущее. Мы научились предсказывать последствия своих действий, строить сложные планы и даже мечтать о лучшей жизни. Но вместе с этой способностью пришли страхи, тревоги и постоянное беспокойство о том, что еще не произошло. Ведь в первую очередь мы научились не планировать, а жить в мире вымыслов и несбыточных надежд. Лобная доля дала нам возможность предсказывать последствия, строить планы и даже мечтать о чем-то великом. Оно открыло нам дверь в будущее, но закрыло дверь в настоящее. Но есть то, что откроет дверь в будущее вашего контента. В сети много блогеров, которые могут снимать круто и интересно, но проблема большинства — это плохой звук, а зрители воспринимают ушами. В самых сложных локациях и съемках можно довериться компактному микрофону HoloLens Lark M2. Это невероятно маленький микрофон, который удобно крепится к одежде и записывает качественный и естественный хай-фай звук почти без потерь, который можно подключить к чему угодно, например, к телефону, и легко стримить или снимать, даже на большой дистанции. А микрофон работает до 10 часов. Также у него есть отличное шумоподавление, которое легко настраивается в приложении Lark Sound и включается
по нажатию одной кнопки. А если хотите украсить микрофон, в комплекте идут наклейки на любой вкус. И да, звук сейчас записывается именно на него. Никогда записывать звук не было так легко и удобно, и к тому же качественно и надежно. А ссылка на микрофон HolyLand в описании. Переходите и упростите себе работу над контентом. Но значит ли это, что лобная доля нам навредила? Вот, например, Финиас Гейдж, обычный американский строитель, который стал известен тем, что на работе случайно проткнул себе мозг. С кем не бывает, не страшно. Именно в 1848 году на работе железный кнут пробил его череп и повредил лобную долю. Обычно люди от такого умирают, но по рассказам, после травмы он сам встал и пошел к врачу. Это его не убило, но сильно изменило его личность. Именно поэтому он так стал интересен ученым. После травмы он перестал чувствовать сильные эмоциональные переживания. Все, что раньше казалось важным, утратило для него смысл. Он перестал беспокоиться о будущем, переживаний в принципе не осталось. Он стал беспечным и жил в постоянном настоящем, в моменте. И вот она формула счастья. Пробейте себе череп. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до середины 20 века это даже не было шуткой. Лоботомия, процедура, при которой намеренно повреждают лобную долю, считалась обыкновенной операцией, которой лечили депрессию, шизофрению и приступы агрессии. И пациенты действительно шли на поправку. Они становились менее агрессивными, менее тревожными, а их поведение становилось более послушным. Но раз это так эффективно, почему сейчас это можно встретить только в фильмах ужасов? Потому что пациенты, а лучше их назвать подопытными, ровно как и Финиас, не излечивались, а теряли возможность переживать. Да, им больше не нужно было волноваться о будущем или принимать решения, но они теряли способность быть вовлеченными в свою жизнь. Их существование становилось пустым. Люди, которые знали Финиаса, говорили, что из человека ответственного и организованного он превратился в импульсивного. Он не мог планировать свою жизнь или адекватно оценивать последствия своих действий. Возможно, он и правда испытывал меньше стресса, чем каждый из вас, но он потерял и понимание, ради чего он живет. Потерял цели и мотивацию, ведь его мозг больше не мог это формулировать. В современности есть множество других примеров нарушения лобной доли в виде физических повреждений или заболеваний вроде деменции. И при них личность людей сильно меняется. Некоторые начинают совершать действия ранее для них нехарактерные или запрещенные. Нарушается эмоциональная регуляция, из-за чего их реакции могут становиться неадекватными и несоответствующие ситуациям. И в целом снижается воздействие морально-этических установок, самокритичности и эмпатии. Ведь у человека в голове больше нет такого понятия, как будущее, а большинство наших переживаний и ограничений заточены именно под него. И что-то похожее вы можете заметить и на себе. И нет, лоботомии для этого делать не нужно. Лобная доля мозга формируется дольше всех. В среднем она заканчивает свое формирование в 25 лет, а бывает и позже, зависимо от генетики и других факторов. В этот период завершается миелинизация нейронов, процесс, который улучшает передачу сигналов и делает мозг более эффективным. Человек начинает принимать более обдуманные решения, реже действует импульсивно и обладает лучшим долгосрочным планированием. И мыслить о будущем ему становится проще. Одним словом, мы становимся мудрее. Однако до этого возраста человек и его лобная доля активно формируются. Поэтому мы больше переживаем и страдаем от психических расстройств. Мы более импульсивны, апатичны и непредсказуемы. А оттого каждый год мы кринжуем с того, как вели себя в прошлом году, старые интересы и проблемы кажутся не такими важными, а в юности мы такие импульсивные и странные. В общем, злые родители и учителя были правы. Повзрослеешь — поймешь. То есть, возможность глубоко переживать, планировать, размышлять, что дала нам эволюция, сделала нас человеком. И несчастны мы именно поэтому. Потому что мы люди. Мы не созданы для счастья, мы созданы для выживания. А человек, ровно как и внешний мир, ради которого мы эволюционируем, динамичен. Есть ледниковый период, а есть глобальное потепление. Есть радость и есть грусть. Но хорошая новость в том, что у нас есть сознание и свое собственное «я». Это дает нам выбор, в каком состоянии жить. Благодаря эволюции мы не слепо идем на поводу у наших базовых потребностей. Мы способны представлять, создавать и достигать даже того, что другим кажется невозможным. Теперь мы не просто пассажиры корабля под названием человеческое тело. Мы его капитаны. А настраивать паруса, видеть ориентиры, продолжать плыть, даже когда внешняя среда против тебя, это хоть и сложно, но возможно. Поймите, что ровно как бушующее море меняется на штиль, так и наше счастье меняется на грусть и страдания. Одно без другого существовать не способно. Существует эффект посттравматического роста. Многие люди, которые пережили серьезные травмы и экстремальные ситуации, вроде кризисов, катастроф и войн, благодаря своим страданиям развивают в себе лучшие качества, становятся более эмоционально устойчивыми и развивают более глубокое понимание жизни и собственного счастья в долгосрочной перспективе. Человеческий мозг склонен переоценивать влияние будущих событий на наше состояние. Мы думаем, что счастье от достижения целей будет длиться очень долго, или наоборот, что нас ждет неминуемая
неминуемая катастрофа. Но реальность такова, что как радость быстро угасает, так и страхи оказываются пустышкой. Наш мозг всегда адаптируется, и то, что казалось важным, станет привычным. Нам нужно принять тот грустный факт, что все эмоции когда-то закончатся. Мы никогда не будем удовлетворены, уровень нормы всегда будет расти, и после одного захочется другое. Именно в этом наша ошибка. Мы считаем, что достигнутые цели или внешние атрибуты подарят нам счастье, но эта гонка никогда не закончится. Пора перестать искать счастье во внешней среде. Нужно сделать его своим спутником. Ведь счастье, оно изнутри. Так как стать счастливым? Первое. Начни замечать жизнь. Согласно исследованиям, люди, которые практикуют осознанность, чувствуют себя счастливее. Но для этого не нужно медитировать часами. Просто попробуйте замечать красоту в тех мелочах, которые обычно проходят мимо и которым мы не придаем значения. Вкус вашего кофе, запах дождя или просто улыбку прохожего. Перестаньте бежать. Жизнь — это не забег. Снизьте темп и оглянитесь вокруг. Второе. Сформируйте качественное окружение. Счастье напрямую связано с качеством наших отношений. Неважно, это семья, друзья или даже коллеги. Чем теплее, искреннее и надежнее наши связи, тем мы счастливее. Люди, которые чувствуют себя частью чего-то большего, когда им есть с кем поделиться личным, и им есть кому обратиться и обратиться в случае проблемы, чаще испытывают чувство удовлетворения и безопасности от жизни. И самое главное, постройте качественные отношения с самим собой. Третье. Больше двигайтесь. Физическая активность не просто улучшает здоровье, но и повышает уровень эндорфинов, тех самых гормонов счастья. И неважно, это час в зале или 15-минутная прогулка в парке. Главное — находиться в движении. Четвертое. Контролируйте свою внешнюю среду. Исходя из работы мозга, мы поняли, что у счастья есть определенная потребность, и называется она контроль. Мы не можем повлиять на политику, на кризисы, но мы можем принимать решения в рамках нашей жизни. С какими людьми общаться, что делать с деньгами и как мы проведем завтрашний день. Когда мы способны закрывать свои базовые потребности, когда понимаем, что у нас есть средства, которые помогут нам спокойно прожить какое-то время и переждать проблемы, тогда нам просто становится проще жить. Короче говоря, планируя свое будущее, планируйте только то, на что вы способны повлиять своими руками, и делайте свои планы адаптивными под внешнюю среду и кризисы. Для формирования финансовой подушки советую вам скачать мою бесплатную таблицу, которая будет распределять деньги за вас и помогать в формировании капитала. Но в наше время деньги нужно уметь инвестировать. Если вы этого не делаете, вы становитесь беднее каждый день. Растет инфляция, ключевая ставка не помогает. Один лишь рубль обесценился почти на 20% за последние пару месяцев. Не думаю, что ваша зарплата выросла настолько же. Поэтому до 7 января действует самая большая скидка в 50% на мое обучение по финансовой грамотности. На нем вы изучите необходимую теорию, научитесь распределять деньги и выбирать активы для инвестиций. А также в новом блоке по безопасным инвестициям вы получите готовый план инвестирования без рисков как в вашей валюте, так и в иностранной и криптовалюте. А потому будете уверены, что ваш капитал не просто защищен, а еще приносит пассивный доход. Помимо этого, получите подарочный доступ на 3 месяца в мой закрытый чат и клуб, где станете частью дружного сообщества и где я делюсь своими сделками. А также получите денежные бонусы до 20 тысяч рублей от наших партнеров-брокер. И такой скидки больше не будет, а доступ у вас останется навсегда. Так что переходите по QR-коду или по ссылке в описании прямо сейчас и получите знания, которые останутся с вами на всю жизнь. И заодно поддержите развитие канала. Но благоприятной внешней среды не всегда достаточно, ведь важно не просто будущее, а его восприятие в нашей голове. А потому займитесь формированием внутренней уверенности. Ваша задача буквально внушить себе уверенность в виде мыслей, что ты справишься со всем, независимо от проблемы. Хороший пример того, что это действительно так — ты жив и здоров. Несколько лет назад я паниковал из-за каждой мелочи, но сейчас я спокоен и собран. Количество проблем не уменьшилось, лишь наоборот. Но я просто начал проговаривать в своей голове мысль, что я справлюсь. С любой ситуацией, с любой проблемой я всегда найду выход из нее, как делал это всю жизнь. И как делаете это вы на протяжении всей своей жизни. Просто это не осознаете и не замечаете. И важно не просто говорить себе это в голове. Подкрепляйте это действиями, совершайте то, что давно хотели, но боялись, и благодарите себя за это. А в сложных жизненных ситуациях настраивайте свой внутренний голос на подбадривающий и позитивный. Всегда верь в себя. Ты единственный человек, которому это нужно. Ну и, конечно, нельзя забывать и о состоянии здоровья. Ведь если мы плохо спим, плохо питаемся, не занимаемся спортом и совершенно не следим за здоровьем, то все остальное станет бессмысленным, стоит произойти гормональному дисбалансу. И последнее. Позволь себе быть несчастным.
Счастье не существует без грусти, как свет не существует без тени. Люди, которые принимают свои эмоции, даже самые негативные, чувствуют себя более счастливыми в жизни, потому что они перестают бороться с собой, перестают искать идеальное состояние, которого нет. Счастье – это баланс, а не постоянная эйфория. Быть счастливым – это не значит быть счастливым все время. Это значит уметь находить радость в том, что у вас уже есть, и принимать то, чего у вас пока нет. И это значит перестать искать идеальное счастье там, где его никогда не было, и просто позволить себе жить. А главное, найди ответ на вопрос, ради чего ты живешь. Человек, который знает, что он справится с любыми трудностями и верит в свою силу, ценит моменты своей жизни и понимает ее смысл, обретает настоящее счастье. Ведь счастье – это не просто красивые слова о том, что нужно улыбаться и мыслить позитивно. Это большой симбиоз из механизмов работы нашего мозга, гормонов и нашего образа мышления. И забудь обо всех иллюзиях, связанных с прошлым и будущим. Человек всегда ненасытен настоящим. Он вспоминает искаженное прошлое, мечтает пожить лучше в будущем, упуская то, что нет никакого будущего и прошлого. Он живет только сейчас. Наполняй свою жизнь яркими событиями, опытом и воспоминаниями. Проживай все даруемые этой жизнью эмоции. Плачь и радуйся, страдай и наслаждайся, злись и люби. Невозможно всю жизнь находиться в одной позиции, ведь жизнь многогранна, динамична, удивительна, ровно как и ты. Не пытайтесь бежать за счастьем, вы никогда его не догоните. Не обрекайте свою жизнь на бесконечную и бессмысленную гонку. Возможно, стоит остановиться и наконец понять, что ты все это время не бежал за счастьем, а лишь убегал от него. Счастье – это не гонка, не конечная цель. Это умение принимать мир и себя. Это умение жить. Это выбор, который начинается с тебя. Не ищи идеальное будущее. Заметь красоту в настоящем. Возможно, оно всегда было рядом с вами. Подписывайтесь на канал и мои соцсети в описании и делитесь этим видео с друзьями. И будьте счастливы. Всего хорошего.